Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем разговаривать с вами за цель сообщества. Предыдущее видео касательно данной тематики вам зашло, а поскольку все это обновляется каждую неделю, вот, собственно, видео. Что нам за это дают, как участвовать, как записаться, где регистрироваться и так далее, все подробненько расскажу в дальнейшем. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Ну, давайте, смотрите, данная цель сообщества у нас для, так сказать, тех, кто находится в пузыре, и тех, кто находится в колонии. Что я имею в виду? Вы можете зарегистрироваться и там, и там. Сейчас давайте-ка поговорим по поводу этого момента заранее, а потом уже перейдем к тому, что нужно делать и что получаем. Вот, пожалуйста, карта галактики. Если не знаете, как видеть цель сообщества, она отображается вот таким вот знаком. Зайдите в параметры отображения и показать цели сообщества. Возможно, у вас это слетело при переходе с горизонта в Одиссею. В горизонтах там все гораздо проще, там самая крайняя вкладка правая и то же самое. В общем, система Алькор. Мы можем зарегистрироваться как здесь непосредственно, так и, собственно... Ой. Лаги в системе колония. То есть люди, которые там живут, по идее, ну, тоже могут поучаствовать. Это хорошо. Теперь давайте непосредственно смотреть, что нужно. Заходим в панель миссии, и здесь будут цели сообщества. И в горизонтах будут просто в панелях миссиях находиться. Заходим, смотрим. Тут у нас, смотрите, внешние цели сообщества системы колония, кстати, почему-то она начинает лидировать, мне это не нравится. И цели сообщества на данной станции. Нажимаем. Поддержите проект Колония Бридж в системе, получите награду доставку. Ну, так, понятно. Информация. В системах Алькор и Колония начались кампании по доставке материалов, цель которых – улучшение путешествий в отдаленные колонии. Проект Колония Бридж финансируется Brew Corporation. В пресс-релизе представители компании поделились следующими подробностями. Регион Колония обладает большим потенциалом для развития как бизнеса, так и туризма, однако в данный момент немногие могут позволить себе такое долгое путешествие. Brewer Corporation инвестирует в транспортную инфраструктуру между центральными системами и колониями, чтобы сделать путь в 10 тысяч световых лет доступным для всех. Ну, вроде там 22. Ну ладно. На пути к колониям будет размещено до 30 гигантских кораблей, к которым сможет пристыковаться для отдыха, ремонта и пополнения запасов топлива, в том числе трития, любой путешественник. Это, кстати, довольно-таки хорошо. Эти стационарные базы начнут принимать гостей уже с 28 октября. Эта дата знаменует окончание первой фазы трехэтапного проекта «Колония Бридж». В будущем в рамках нашей инициативы такие корабли должны появиться на протяжении всего пути от Алькор до Колония с разбросом в 400-500 световых лет. Это чтобы, так я понимаю, люди могли на флотоносцах спокойно туда прыгать. Для достижения этой цели нам потребуется больший объем следующих материалов: керамокомпозиты, компьютерные компоненты и термальные охладители. Эти товары можно доставлять на станцию Макдональд Settlement в системе Алькор. Представители Brew Corporation подтвердили, что помимо вознаграждения за доставленные материалы, 10 наиболее активных участников компании в системе Алькор и Колония смогут предложить названия для новых гигантских кораблей баз. Предложение будет рассмотрено Советом директоров Brew Corporation. Каждый достигнутый уровень позволит Brew Corporation добавить на маршрут Колония Бридж 28 октября 3037 года, ну то есть 28 октября через 20 дней. Так, следующее. Уровень 1. 5 гигантских кораблей с площадками для стыковки. Уровень 2. 5 дополнительных гигантских кораблей с площадками для стыковки. Но опять-таки уровень 3. 5 дополнительных. 4. 5 дополнительных. 5 еще 5 дополнительных. Это понятно. Далее. Brew Corporation также снизит цены на корабленосители и снаряжение для корабленосителей на станции McDonald's Settlement в системе Алькор. А вот тут, друзья, внимание! Внимание! У тех, у кого нет флотоносца, рекомендую. Размер скидки зависит от достигнутого уровня. Цены будут снижены на 1 неделю, начиная с пятницы, 15 октября, то есть через неделю. Это неплохо. На первом уровне размер скидки составит 10%, на каждом дополнительном уровне размер скидки будет увеличиваться на 5%, максимальная скидка 30%. Ну, если вкратце, короче, на 1,5 лярда дешевле будет стоить вам флотоносец. Кампания начнется с 7 октября.
года и продлится 1 неделю. Если финальная цель будет достигнута раньше срока, кампания завершится немедленно и будет объявлены фракции победителя. Чтобы получить право на награды, вы должны зарегистрироваться как активный участник перед тем, как доставить керамокомпозиты, компьютерные компоненты и термальные охладители на станцию Макдональдс Сеттельмент в системе Алькор. Учтите, что изменение ситуации во фракции и другие дестабилизирующие действия могут отрицательно сказаться на работе рынков и стационных служб и помешать ходу кампании. Ну а как регистрироваться, собственно, я думаю, вопросов тут не должно быть. Мы зарегистрированы. Вот стоит отметка. Ну и естественно, друзья, здесь у нас все точно то же самое написано, только это все будет происходить в системе колония. Если вы находитесь там, то пожалуйста. И, кстати, что самое удивительное, внесли вклад 83 человека, и тут вот такой вот уровень. А здесь у нас в системе Алькор как бы 980 человек, вот такой вот момент. Надо как-то поднажать, наверное, ребята. Может, даже стрим устрою ради этого. Ну, собственно, как возить нам все это дело? Великолепная, прекрасная Инара, да? И не знаете, как сделать на русский? Нажмите вот здесь внизу. Заходим в товары. Просто-напросто пишем керамокомпозиты. А, нет, не пишем. Мы ищем на букву К. Так. Керамокомпозиты, поиск. Дальше лучшие экспорты. Это где купить по лучшей цене. И смотрим. Та-та-та-та-та-та-та-та. И понеслась. И в чем прикол? Если вы владелец флотоносца и хотите поучаствовать в этом во всем, вам вообще все очень просто. Вы просто тупо загружаете все максимальное количество, которое только осилите в плане времени и грузоподъемности вашего флотоносца, и везете сюда и выгружаете. Я думаю, проблем быть у вас с этим не должно. А для новичков, которые этим занимаются, рекомендую ближайшую систему выставлять, допустим, вот Алькор у нас, и смотреть уже по расстоянию, чтобы особо много не возить. Вот, допустим, у нас в 4,3 световых года всего лишь, смотрите, 2130 единиц, а это дофига. Так что, ребята, участвуйте и получите скидочку на флотоносец. Ну и, возможно, еще что-нибудь из серии назвать мегашип, но это нужно в топ-10, повторюсь, но все же. Мало ли. Если я это и буду делать, то, скорее всего, буду через флотоносец и потом возить катером. Катер у нас вывозит, насколько вы знаете, в полном погружении в грузовыми стеллажами 792 тонны, если я ничего не путаю. А это дофига. Но с другой стороны, я не совсем понимаю смысл делать этого. Типа люди, которые хотят прыгнуть туда на флотоносцы, когда они приезжают из пузыря в колонию, они как бы уже затариваются заранее третьим определенным количеством и просто летят, там сколько, 16 часов, если не ошибаюсь. Это ладно, это прикольно, но когда вы летите в колонию ради инженеров, вы летите туда либо на Краете Фантоме, либо на Анаконде с большим прыжком через нейтронные звезды, и там в районе, 2 часов, может даже меньше, по нейтронному маршруту. У меня есть видео касательно этой темы, но все же. Смысл такой штуки делать, не знаю. Если бы они сделали что-то вроде из серии можно было сесть на такси и доехать туда через эти мегашипы, которые будут поставлены, то еще как-то можно, но такси у нас то ли на 100 световых лет, то ли на 200, больше она, собственно, не может. Да. Забыл показать, друзья, один момент важный, очень важный. Если будете делать все дело через НАР, то обращайте внимание на время обновления цены. То, что я говорил до этого, это было 102 дня назад, не надо сюда лететь. А вот 7 минут назад та же система, станция Булмер Терминал, как видите, она наземная, закупаемся здесь. Я, собственно, уже на подлете. Вот мы на месте и просто обычным способом покупаем через потребительский рынок это дело. Что-то не хочет. Как она лагает, эта Одиссея, капец. И спускаемся, и вот промышленные материалы, керамокомпозиты. И у меня здесь 32 тонны, купим так и отвезем. Для примера, повторюсь. Как, собственно, это дело сдавать? Все очень просто. Никакое дополнительное меню, ничего не нужно. Просто заходим напросто в потребительский рынок и продаем это дело. То есть нажимаем продать, спускаемся вниз и видим, пожалуйста. Спрос тут, можете обратить внимание какой. И все это дело продаем. Еще даже доход с торговли получим. И получается у нас сейчас в отображении цели сообщества должно быть 32 тонны. Да,
Все прекраснейшим образом работает, ребята. Удачи вам. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я для вас отснял, друзья, и там мы уже перешли в 480 плюс видосов, говорю столько, сколько отснял, что вы понимали количество контента, которое я для вас завез, друзья. Так что пользуйтесь на здоровье. Также будут и ссылочки на плейлисты. Я структурировал примерно 1/5 всех видосов, и это означает то, что в описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, комбезы, инженеры, как собирать различные фиты, интересные места. Ребята, дофига всего полезного вас там ждет, поверьте. Но общая картина всего отснятого в одном большом плейлисте по элитке. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы играть хоть в КС, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, вы это уже, наверное, заметили по стримам. Плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее, и мы при этом при всем еще расширяемся в соседние. Так что, если хотите в этом деле поучаствовать, вам в Discord, там подробненько расписаны правила и так далее. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.